Всем привет, с вами я, Майнкрафтер, и сегодня я вам расскажу про мой город на сервере Анно 1930. Давайте приступим. Данный город я начал с моим другом, президентом Риком на сервере Анно 1930 с целью показать его миру в масштабе 1.25 1.5 к 1. Данный масштаб является больше, чем майнкрафтовский, но в целом выглядит довольно неплохо. Данные здания построены мною и также президентом Риком. Допустим, это здание он построил одним из первых на данном городе. Амстердам полностью построен на чертежах, на использовании чертежей и карты Майнкрафта. Вот. Карты выгружены в Майнкрафт, извиняюсь. Вот. Данный город располагается во вселенной 1930 года, но это не настоящий мир. Некоторые элементы, возможно, совпадают с настоящим миром. Это не аналогия с реальным миром. Вот. В данном городе построено пока что немного, но в целом он уже поражает масштабами. К примеру, это здание я строил довольно долго. В настоящее время это, если не изменяет память, здание Мадам Тюссо. Вот, где ее произведения располагаются. Также построенный совместно с президентом Риком, но основную работу он делал. Это величественный дворец короля. Раньше это была ратуша, и сейчас это резиденция короля Нидерландов. Также здесь располагаются здания, которые ранее вы могли видеть в Амстердаме по Google картам, по визиту. Некоторые здания я строил из старых сохранившихся. Вот, к примеру, то здание кирпичное, это здание в 19-го, начала 19 века. Впоследствии перестроено, и сейчас вы можете видеть, как оно сейчас выглядит. Тут находится человек, продающий шарики, и также музыкант с типичным нидерландским инструментом музыкальным. По городу ездят трамваи, и в целом развитая трамвайная система. Также виден наверху самолет. Давайте пройдемся по улице, заасфальтированной, потому что в начале 20 века асфальт придумали. Данное здание мне прям нравится, оно интересно выполнено, плюс диагональное, и используется много мертвых карт. И такой вайб, прям, я не знаю, не передать словами, Амстердама, как будто действительно я нахожусь в Амстердаме, вот с такими вот это виды. Вот это вот виды, которые действительно завораживают. Давайте продолжим наш путь по главной площади, и увидим мы Магна Плазу. Ох, вот это вот здание, которое действительно поражает масштабами, поражает своей красотой и трудоемкостью строительства, потому что действительно на Магнаплазу ушло огромное количество времени. Как раз я тогда заболел, я 1,5 недели строил данную постройку с президентом Риком. Он построил данную часть, я ее раскрасил, и он построил эти великолепные башенки. Вот, с той главной башни. Давайте продолжим наш путь. Вот это наша часть дворца. Правда, крыша недостроенная, извиняемся. То здание тоже недостроенное, модернизм меня просто убивает. Вот наша Магна Плаза. Посмотрите, какой я маленький по сравнению с этим зданием. Какой ужас. Но если приглядеться, можно посмотреть то, что там сидят птички, радуются жизни. Тут куда-то улетают птички. Да, это птички. И посмотрите на детали. Ух, это просто великолепно. Эти колонны, эти окна, это просто волшебство. Правда, внутри пока что нету интерьера, ибо руки не доходят, но в будущем я обещаю то, что интерьер будет, и мы постараемся воссоздать его как в реальной жизни, либо хотя бы основной холл. Так, тут проходятся люди, не будем им мешать их стоянию многовековому. И продолжим наш путь. Тут находится велосипед припаркованный. В целом ничего страшного, пусть там и стоит. Здесь также недостроенная часть, но мы ее обязательно достроим. Переходим к данной части с эркером, угловым эркером по-немецки. Ух, это просто великолепно выглядит. Я не знаю, как передать это словами, но действительно данное здание меня завораживает. Хоть я его сам строил с президентом Риком, но
все еще питаю к ней чувства. Все еще питаю к ней чувства. Не питаю чувства к этому зданию, оно недостроенное, но ужасное. Извиняюсь за летающие корабли, в будущем будет видео о них, прогулки в них. Вот, посмотрите на эту готическую часть здания. Ух, она еще и круглая и сделана из заборчиков. Давайте пройдем сюда, по данной улице. Опять же, извиняюсь, то, что нету интерьеров, но в будущем сделаем их обязательно. Ибо город Амстердам, он очень великолепный, прям завораживает своими видами. Вот эти вот готические элементы в этом здании, совмещенные с, не знаю, с классицизмом, с барокко, это такая смесь просто архитектурная у этого здания. Это просто прям, я не знаю. Хочется встать и сидеть тут веками. Извиняюсь опять же за фрезы. У меня не особо сильный компьютер, чтобы снимать. Здание выполнено просто великолепно. Я все еще не могу понять, как я его тогда построил. Здесь у нас стеклянная крыша. И тут у нас специальный, не знаю, отсек, что ли, чтобы сбегать с этого здания и по крышам убегать в другие здания. Тут, конечно же, пока не построено, ибо ищу мотивацию, как бы это реализовать, потому что это сложно, это делается из заборчиков, это все надо придумывать, как оно совмещать. И эта Магнаплаза просто завораживает. Опять же, если вы спросите, почему я строю на сервере, потому что есть плагин Fave, и к нему дополнительный плагин, который позволяет не ломаться стенкам и изменениям с дебаг-стиком. Давайте пройдем к следующему зданию. Оно не достроено, но главная фасадная часть достроена порядка на 80% примерно. Только не хватает вот этого вот типичного амстердамского здания, но в целом оно в будущем будет построено довольно быстро. Здание мне это нравится, потому что я использовал здесь впервые вот эти вот блоки, вот это вот использование их для окон, для входа. И в целом все. Данное здание действительно завораживает, оно в реальной жизни выглядит просто великолепно. Я не знаю, как люди додумались до таких масштабов строительства, до таких масштабов детализаций. Но главное то, что они это построили и в годы Второй мировой войны сохранили эти здания для нас в первозданном виде. Как мы знаем, многие наши здания исторически обшиваются различными непотребствами в виде керамических панелей. В целом, Нидерландам огромный респект, особенно Амстердаму, за то, что он многие здания сохраняет в таком великолепном состоянии для нас, для жителей Земли. Продолжим дальше. И это типичное угловое здание Амстердама. Одно из первых, кстати, в этом городе, построенных после Магнаплазы. Кстати, Магнаплаза была построена первой в данном городе. Вот такой небольшой переулок, не знаю, улица. Это улица в Амстердаме, не путать. Здесь типичные амстердамские дома. Мне они просто нравятся, потому что тут есть цветочек. Тут есть цветочек. В целом все, что мне тут нравится. Но нет, мне абсолютно, не знаю, привлекают такие домики, они барочные, вроде бы, ренессансные такие, с такими элементами интересными, утепушными. Прям заглядение для строителя, для архитектора города. Продолжим дальше, и это тоже одно из моих любимых зданий, потому что я тут использовал мертвые кораллы, опять же. И оно менее, возможно, детализировано, но выполнено просто, я не знаю, на высшем уровне, потому что я долго думал, как сделать вот эти вот элементы, как сделать окна. И в целом мне оно понравилось по своей конструкции, по своей диагональности, как эта улица вот находится. Как в реальной жизни, если вы будете проходиться, то в целом будете проходиться как по этому городу. Ох, вот это вот виды прям
Вот это вот великолепно. Я бы заснял с шейдерами, но, наверное, был бы 5 FPS с ними. Такое же здание с кораллами, с обилием коралл, какой-то коралловый вирус. И также здесь проработаны крыши. Вот эти, кстати, деревья просто великолепные. Их строил Turtle для сервера. Я их использую. Вот. Тоже типичное амстердамское здание. Вот так можно зайти после рабочего тяжелого дня и отдохнуть в своем таком великолепном здании. Чем-то напоминает, кстати, Нью-Йорк по такому расположению. И это здание тоже мне очень сильно нравится по своей структуре, ибо тут находится розовая кафешка такая. Не знаю, прям розовый цвет мне очень нравится. Тут еще шторы такие красные, просто заглядение, не здание, я честно говорю. И также это здание. Я просто обожаю эти краски. Вот это сочность в зданиях, которая передается блоками из Майнкрафта, обычными блоками, представляете? И можно сделать вот такие вот внутри интерьеры из картин. Просто поставив картины на определенный этаж, и издалека можно их не увидеть, но если подойти ближе, то можно разглядывать их просто, почему бы и нет. Дальше я не продолжу в город, но вы видите то, что наши амбиции по этому городу завораживают, и, возможно, мы его построим в этом тысячелетии хотя бы. Вот. Также вот такое черное здание интересное. Мне оно тоже нравится. Но жалко то, что тут рядом с ним ничего нет, и он тут на улице один в квартале. И эти переулки амстердамские, это просто... Не знаю, это заглядение какое-то для ценителя архитектуры. Я также начал другую часть улицы, но забросил ее, потому что надо снимать видео для YouTube канала, которые вы видели. И сейчас вы посмотрите на это здание. Оно также построено в реальной жизни, потому что мы строим из реальной жизни, используя фотографии, которые доступны нам в интернете, в архивах. Данные здания и сейчас стоят, большинство зданий. Некоторые здания приходится, конечно, строить по фотографиям, без четких рамок и четких масштабов. И это намного сложнее. Так, давайте полетим и посмотрим дальше, что у нас есть. Допустим, это здание мне понравилось, потому что я тут впервые использовал снег как строительный блок. Допустим, берем снег и просто дебаг-стиком делаем вот так вот, и все, у нас получается интересная часть. Такая разделенная. Вот. Ну, это типичные амстердамские дома. В целом о них можно долго не говорить. Так, давайте полетим дальше. И к этому белому зданию. Если спросите, что за блок, это ресурс-пак на травертин. Вот он. Если захотите, то я могу оставить ссылку в описании на него, и как на другие блоки. Мне это здание тоже нравится. Я его строил в ППХ за 1,5-2 дня я его построил. В целом мне понравилось, но не понравилась крыша, как я ее исполнил. Надо в будущем переделать, сделать ее полностью диагональной, как в реальной жизни. В целом здание выполнено отлично, правда дворик не выполнен, как и остальные дворики в Амстердаме. Подлетим давайте к этим зданиям. Это тоже абсолютно рядовые здания в Амстердаме. Правда, это здание мне абсолютно не нравится. Его надо перестроить. Оно слишком простое для данной площади. Вот. Это здание строил президент Рик. Это абсолютно великолепное здание с множеством деталей, с множеством архитектурных решений, которые можно увидеть тут. Давайте полетим дальше. Это тоже строил президент Рик. Просто взгляните, тут нечего говорить, по деталям просто великолепно. Я не знаю, что дальше говорить. Я тут продолжал строить, и давайте полетим в эту часть. Как в реальной жизни все будет, также к ЖД-станции, которая будет построена, не знаю когда,
не знаю, будет видео о ней, но эта же станция просто великолепна. Я не знаю, как ее буду строить, она диагональная, у ней много деталей. В целом, она одна из самых крупных по Европе, в Нидерландах в частности, и также порт. Порт я не знаю, тоже буду ли строить, будет ли строить президент Трик данный порт, но в целом это очень тяжелый будет проект. Как и биржа амстердамская, которую я забросил, как и остальные части города, значимые для него. Давайте подлетим сюда и в целом подытожим данный обзор города. Город я строил с президент Риком. Мне очень нравится данный город, но с каждым разом становится все сложнее строить, ибо нету тех фотографий, нету тех элементов, которые нужны для строительства. Нету идей, нету вдохновения бывает. Но в целом данная, я не знаю, как это, данный проект абсолютно великолепен, как и для меня, как и для игроков Анну 1930, как и для всего Minecraft комьюнити. Спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был я, Майнкрафтер Элай. Всем удачи и всем пока.